Ну, как и очень многие, я мечтал быть артистом. Но артиста из меня не получилось, потому что плохим артистом я быть не хотел сам, и мне и не советовали. А чтобы быть хорошим артистом, таким как Лебедев, как Миронов, это, извините, нужно иметь большой талант. Поступил я в Московский авиационный институт. По окончании я получил специальность инженер по приборному оборудованию летательных аппаратов. Работал я вначале в институте, который занимался вот теми проблемами, о которых я говорил, управление летательными аппаратами. После этого был некий промежуток, когда я работал в институте, который назывался МНИПИ СПУ. А потом получилось так, что я поступил работать в научно-исследовательский центр по комплексным проблемам управления и развития отраслями культуры Министерства культуры СССР. Вот такое вот сложное название. Это было в декабре 1978 года. Значит, поступил я туда работать старшим научным сотрудником или завсектором, я уже не помню, в отдел, который назывался отдел информационно-поисковых систем, которым руководил генерал Павел Ефимович Жердев. Павел Ефимович через довольно короткий срок счел необходимым поменять место работы. И я был назначен заведующим отделом вот этих информационно-поисковых систем. И поэтому, где-то с 1979, скажем так, года я практически, был руководителем этого отдела. Задачи, которые решались в этом отделе, они были направлены в два канала. С одной стороны, это недвижимые памятники истории и культуры Советского Союза. С другой стороны, это музейные работы. Я должен заметить, что через какое-то время, по-моему, где-то в 1984 или 1985 году, научно-исследовательский центр был упразднен, и все эти работы перешли в Институт гипротеатр. И Институт гипротеатр, он выполнял практически функции, наш отдел в Институте гипротеатр, он выполнял функции вычислительного центра Министерства культуры СССР. Находились мы в помещении Министерства культуры СССР на Арбате. В то время в Министерстве культуры была установлена французская машина ИН-5000, она называлась ИН-5000, и на этой машине практически решались те задачи, которые необходимо было решать. Где-то во второй половине 80-х годов появились персональные компьютеры, на которых была установлена программное обеспечение Revelation. Первым музеем, который проявил инициативу и с которым мы начали работать, пожалуй, это был Государственный Эрмитаж. В 1984 году была разработана система научного описания сасанидских монет. Эта система довольно сложная, которая содержала такие изыски, типа поворот головы царя или какие завитки на бороде у царя существуют и так далее. Порядка 200 характеристик описания. И вот был создан паспорт, и было создано описание порядка полутора сотен описаний вот этих сасанидских монет. Это было введено в вычислительную машину, и эта система как-то задышала. Но должен заметить, что жизнь показала, что такого рода глубокие научные описания не всегда могут быть достаточно эффективны в жизни. Действительно, почему? Спрашивается, сколько времени нужно на то, чтобы составить такое описание и завести его? Много часов. Сколько таких монет? Порядка 15 тысяч в Эрмитаже. Сколько человек в мире занимаются сасанидскими монетами? Дай бог, несколько десятков человек. Спрашивается, нужно это или нет? То есть мы первый раз
столкнулись с ситуацией, когда сделать можно все, но насколько это эффективно, насколько это нужно, это непонятно. Второй музей, с которым мы начали работать, это был музей революции. Значит, в музее революции в то время работал Владимир Николаевич Фомин. Он руководил музейным отделом. И вот вместе с Владимиром Николаевичем Фоминым мы сделали систему по знаменам и по отдельным фрагментам живописи музея революции. Вот сейчас я работаю в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Владимир Владимирович Длугач, который работал в Министерстве культуры СССР, а потом ушел работать в имени Пушкина главным хранителем, используя наши старые дружеские связи, обратился к Ирине Александровне и сказал: Ирина Александровна, вот давайте мы заведем у себя такой отдел. Чем мы занимались? Первое, с чего мы начали? Мы начали искать способ создания системы учета. Спрашивается, какое программное обеспечение взять. Значит, мы пригласили 2 специалистов из Тартаса и с их помощью подготовили программу, которую мы назвали НИКа. Эта система стала функционировать в музее с 1989 года. И просуществовала она до 2002 года, накапливая сведения. Чем она нас перестала устраивать? Она была сделана в MS-DOS. В этой системе не было, была вообще возможность, конечно, сделать изображение, но, в общем, это не так было просто. Сетевая версия тоже сложности. И мы стали думать, а что бы нам выбрать. Анализ, который мы провели, показал, что наиболее перспективным путем является КАМИС. И с 2002 года у нас установлен КАМИС, который работает по настоящее время и к которому особых претензий мы не имеем. В 1996 году Кирилл Александрович Насеткин, в то время он работал в Дарвиновском музее, и кроме того, в то время он уже занимался созданием портала Музея России. Значит, опять-таки, вот мы так немножко пошарили, посмотрели, где что есть, и пришли к выводу, что, пожалуй, лучше него никто нам помочь в создании сайта не может. Задачи, которые мы ставили, создавая первый сайт, показать себя, что такое наш музей. В каком-то смысле, так сказать, продвинуть его среди тех людей, которые живут не в Москве, и среди той возрастной группы, которая не очень склонна ходить в музей. Потом, спустя сколько там, где-то 10 лет, стало очевидным, что, конечно, надо сайт менять. Наш музей имени Пушкина очень тесно сотрудничает с компанией, которая называется ООО «Эпос Групп». Это компания, это люди, которые раньше работали в разных там военных организациях и которые обладают совершенно потрясающими возможностями в технологии, связанными с обработкой изображения, и с самыми разнообразными технологическими решениями. И мы выбрали путь, который заключался в том, что мы заключили договор с Эпос Групп о создании портала ГМИ имени Пушкина. Он включает в себя главный сайт и 15 сайтов-сателлитов. Сайт-сателлит – это сайт, который отражает некие, так сказать, специфические особенности того или другого специального вида деятельности музея. Например, там по русской гравюре, по британской гравюре, по нумизматике, сайт по нашему детскому центру, и так далее, и так далее.
Главный сайт, он выполнен на 8 языках. Виртуальные прогулки в этом сайте существуют. Ну а сейчас мы заканчиваем проект, который, вообще говоря, очень существенно обогатит наш сайт. Это виртуальная выставка, которая была сделана к столетию нашего музея. То есть виртуальное представление выставки к столетию музея, где практически вы можете пройти по всей этой выставке, посмотреть все те вещи, которые на этой выставке были. Мне кажется, что дальнейшее развитие информационных технологий в музейной деятельности должно идти по двум направлениям. Во-первых, это как в хорошем смысле вспомогательная некая технология, и с другой стороны, это создание некой специальной сферы искусства, которая строится на компьютерных технологиях. Всевозможные инсталляции, понятно, о чем идет речь. И вот если, например, вы спросите меня сейчас, а нужны ли, вообще говоря, эти информационные технологии в музее? В частности, нужны ли они в экспозиционной и выставочной деятельности? Я бы ответил так: нужны, но далеко не всегда. Иногда они мешают, иногда они необходимы. Когда, что и как следует использовать, это специальная творческая работа, очень тонкая, и нужно обладать и большим опытом, и высокой интуицией для того, чтобы найти правильное решение.